Здравствуйте, дорогие овны! Это таро-прогноз для вас на неделю с 26 июня по 2 июля. Давайте будем смотреть, что же вас ждет. Основные события посмотрим. Также далее посмотрим по сферам: отношения, карьера, финансы. И, конечно же, карта совета для вас будет в конце, поэтому обязательно досмотрите до конца. Итак, давайте начнем с событий. 3 карты у нас на события. Дальше сфера отношений. Для тех, кто одинок на данный момент, для тех, кто в паре находится. Карьера для тех, кто в поиске, кто занят каким-либо делом. Финансы. И карту совета посмотрим с вами в конце. Итак. Очень интересно, друзья мои. Ну, с 8 кубков у нас с вами начинается расклад. Это основные события. Также у нас карта колесница и рыцарь пентаклей. Ну, смотрите, 8 кубков это вообще карта ухода, завершения чего-либо, да, ухода от чего-то, от того, что себя изжило, от того, где вы не видите своего развития, и вы идете, в общем-то, в сторону, да, где вам будет лучше, где вы видите для себя действительно путь развития себя, где вы, если это там уход с работы, то там вы идете туда, где вы видите себя, что вы состоитесь, да, именно в профессии, например. Или вы вообще в целом меняете направление, да, может, вы идете в какую-то другую абсолютно историю, в другое, да, направление, смена профиля вообще в целом. Кто-то по этой карте может выходить из отношений, ну, естественно, тех отношений, которые себя изжили, да, естественно, только в таком варианте. Ну и смотрите, опять же, карта колесницы, конечно, это карта продвижения вперед, и опять же мы можем говорить, что это как в продолжении, да, человек уходит, уезжает и двигается по направлению вперед, действительно к своему будущему, да, где он себя видит. Опять же, колесница может проигрываться как дорога, да, поездки, переезды, командировки, так же, как и рыцарь пентаклей, да, тоже такая карта, говорящая о дороге. И также еще это может проиграться как транспортное средство, то есть кто-то может покупать машину себе, либо заниматься какими-то делами, там, документами или ремонтом этой машины, да, в общем, любые, скажем так, манипуляции с транспортным средством. Ну и, конечно, в целом по ситуации продвижения вперед и ситуации вы управляете, то есть вы понимаете, куда вы идете, да, как вы двигаетесь. Просто это все будет настолько быстро, да, что вы будете, наверное, приятно удивлены, что дела продвигаются действительно очень легко и быстро, без каких-либо препятствий. Рыцарь пентаклей, да, помимо дороги, конечно же, нам говорит о получении финансов, но финансы такие стабильные, то есть для кого-то это зарплата, для кого-то аванс, для кого-то это могут быть какие-то выплаты социальные, например, да, но, опять же, рыцарь-то пентаклей у нас идет дальше, и он говорит о том, что, да, действительно, вы сейчас можете получить деньги, но, конечно же, всегда есть к чему стремиться, и ваш путь продолжается, то есть вы всегда стремитесь и двигаетесь вперед к лучшему какому-то варианту. Ну вот прям интересно. Конечно, видимо, кто-то здесь действительно соберется менять работу. Итак, друзья, отношения для тех, кто у нас одинок, двойка пентаклей. Ну, конечно, двойка не говорит о каком-либо знакомстве, да, либо начале отношений. Здесь больше вы будете определяться сами-то для себя, чего вы хотите на самом деле. Потому что по этой карте вы не знаете, хотите вы отношений, или они вам не нужны, или вы наоборот от этого устали, или вы не хотите ничего серьезного. Ну, в общем, вы сами здесь в себе, конечно, не определены. Поэтому на этой неделе это все-таки, знаете, когда вы будете определяться, чего же вы на самом деле хотите. Для тех, кто в паре находится, королева пентаклей. Вообще, конечно, может она олицетворять женщину, которая будет влиять на события вашей семьи. Да? Это женщина, козерог, телец, либо дева. Через нее могут финансы приходить. Ну и также в целом на какие-то события. Да? То есть что там, она может помогать вам будет. Или наоборот, она придет там с какой-то просьбой, да, к вашей семье. Может, это мама ваша, например, да, или вы поедете в гости к маме, например,
на выходных, да, так тоже может проиграться. В целом, королева Пентаклей говорит нам о стабильности, о финансовой стабильности, о получении денег, кстати, да. Поэтому в семью могут, конечно же, приходить денежки, и в целом ситуация в семье у вас будет финансово стабильная. Но эта стабильность, опять же, во всех сферах, во всех отношениях, да, то есть это может давать в целом и семейную такую стабильность, когда все идет своим чередом, нету там, знаете, каких-то таких моментов, которые вас эмоционально триггерят. Так, дальше у нас с вами поиск работы. Кто ищет работу на данный момент, друзья, ну вы будете очень активно этим заниматься, или вам поможет еще король жезлов, да, это Овен, Лев, ну, Овны мужчины, это вы сами, как вы для себя, конечно, да, то есть вы будете во главе угла. Но, кстати, кто-то это еще может со стороны быть. То есть друг, например, который поможет, да, он может быть тоже Овен, либо Лев, либо Стрелец, который поможет вам с работой. Но в целом это очень хорошая карта для нахождения работы, поэтому я бы сказала так, вы будете активно двигаться к этому, но вот прям фактического устройства на работу, конечно, я здесь не вижу, но вы будете, я думаю, очень близки, потому что продвижение в делах эта карта обещает однозначно. Так, для тех, кто у нас занят каким-либо делом, шестерка пентаклей, друзья, ну это неделя помощи, помоги ближнему своему, да, помощь финансовая, опять же, кто-то, владельцы бизнеса могут брать кредиты под бизнес, потому что это может быть помощь финансовая, и опять же, это деньги не вами заработанные, либо вы будете наоборот давать, да, кому-то, то есть из бизнеса уйдет, соответственно, ну как помощь, кому-то помогаете. Но в целом это может проиграться для тех, кто работает по найму, каким образом, будете помогать коллегам по работе. То есть это помощь не только финансовая, но и физическая может быть. Коллегам по работе, кто-то может быть новичок, вы будете подсказывать, что как нужно сделать, либо в целом будет много у кого-то работы и нужно будет помочь. В общем, друзья, это карта помощи. Финансы. И здесь у нас с вами семерка жезлов. Да, для кого-то за финансы придется побороться, друзья мои, да, для того, чтобы, может, у кого-то задержки будут, так может проиграться. Но по итогу, конечно, вы отстоите себя, свои финансы, да, то есть кто-то, кстати, может быть, будет напоминать клиенту о том, что пора оплачивать, может быть, будут действительно задержки со стороны клиентов, но по итогу вы, конечно, правды своей добьетесь. Ну, в том плане, что добьетесь своих финансов, скажем так. Давайте карту совета посмотрим. Карту совета для вас, Овны. И здесь у нас карта повешенной. Но вообще, конечно, эта карта неспешная, то есть она нам советует больше думать, раздумывать о чем-либо, да, может быть, нужно принимать какое-то решение. То есть если вот здесь кто-то надумает резко уходить с работы, друзья, подумайте еще. Не торопитесь, да, эта карта неспешная, она говорит, не торопитесь, подумайте хорошенько, все взвесьте, и только после этого принимайте какое-либо решение. Такой вот прогноз для вас, дорогие овны. Поставьте лайк обязательно этому видео, да, вам не сложно, мне приятно, я для вас стараюсь. Для заказа личного расклада пишите мне в WhatsApp, ссылка на WhatsApp в описании профиля, либо в описании к этому видео. А я с вами прощаюсь, друзья, пока-пока.